Ассалам алейкум, друзья мои, с вами Вальдемар Нефудблогер, и сегодня, о ужас, я собираюсь сотворить кулинарное кощунство у себя в студии под названием плов из сейтана. Ужас, 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 да не проклянут меня жители благословенного Востока, но посмотрим, вдруг получится вкусно. Как бы вы ни называли, друзья, это блюдо, плов, пилав или еще каким-то старым, древним, устаревшим словом, но плов это всегда в основе своей рис, и не обязательно с мясом. Действительно, туда добавляют изюм, бывают орехи, бывает еще что-то. Но я знаю рецепт даже плова только с одним только маслом. Я его видел в одной книге 1870 года. Но сегодня мы нарушим все кулинарные традиции и попробуем действительно приготовить что-то типа плова. Но вместо мяса мы будем использовать сейтан, который мы недавно готовили, и видео об этом вы можете найти у нас на канале. Ну что, друзья, первым делом мы начнем с нарезки морковки и лука. Кстати, сразу включаем нашу плитку. Начинаем мы, естественно, с того, что ставим кастрюлю на плиту, включаем и добавляем масло. Масло не жалейте, плов в любом случае пища жирная. Если бы я готовил на бараньем жире, его бы здесь была целая гора. Поэтому масло, еще раз маслице. А теперь переходим к нарезке морковки. Существует примерно 2,5 миллиарда способов правильной нарезки морковки для плова. Но на самом деле самое важное одно, чтобы морковка не была слишком мелкой. То есть, чтобы она осталась в структуре самого блюда. Второе, чтобы она отдала туда вкус. И третье, чтобы в конце концов это выглядело просто-напросто эстетично и красиво. Поэтому я сегодня заморачиваться с палочками не буду. Разрезаем вот так вот морковку вдоль и нарезаем вдоль такими вот пластинками наискосок. Забрасываем сразу морковку в масло. Пусть потихонечку отдает свои витамины группы В, которые, как я уже не раз говорил, являются маслорастворимыми. И мы их фактически сейчас экструдируем, то есть выпускаем на волю и растворяем в масле, чтобы лучше усваивались. Сразу нарезаем лук. Я никогда лук для плова сильно не мельчу. Лук в достаточной степени хорошо, вот там вот пока выжаривается, он фактически растворяется. Ну и потом, пока плов готовится. Вот, хорошо видно в кастрюле, что масло уже потихонечку приобретает желтый оттенок. Но в отличие от стандартного классического плова с мясом, нам ведь не нужно обжаривать мясо как таковое. Сейтан, как мы уже говорили, готовится методом, сначала мы его моем, потом варим, и после варки получаем вот такие похожие на мясо кусочки. Он в принципе готов к употреблению. Дальше нам нужно просто придать ему вкус, поэтому ждем, пока чуть-чуть подтушится морковка и лук, и потом забрасываем туда сейтан для того, чтобы обжарить его совсем недолго. Пару минут наш лук обжаривался, забрасываем туда сейтан. И обжариваем несколько минут в маслице вместе с луком и морковкой. Пусть набирает вкуса. Специи для плова мы берем самые что ни на есть классические. Куркума, паприка, барбарис и кумин. Сейчас задача все специи просто сбросить вместе в одну посудинку. Не пожалел паприки. Чего ее жалеть? Чем больше паприки, тем вкуснее. И хорошенько их перемешиваем. Специи нам в будущем нужно будет разделить просто на две части. Одну из этих частей мы забросим, пока будет подтушиваться наша морковь с луком и сейтаном. Вторую уже после того, как насыпем туда рис.
вкусно прям запахло уже. Почти мясом. Теперь добавляем туда примерно стакан воды. Добавляем половину специй. И примерно половину той соли, которую мы рассчитываем использовать в плове. Хорошенько все перемешиваем и оставляем минуток на 5-7, чтобы это хорошенько все вместе протушилось и пропиталось вкусами и ароматами. Теперь несколько слов о рисе. Как видите, рис у меня прямо в воде. Как нужно подготовить рис для плова? Но для начала надо выбрать рис. У меня здесь басмати, длинненький, тоненький, продолговатый, красивый рис. Второе. Рис нужно хорошенько, как говорят на Востоке, в 7 водах вымыть, для того, чтобы вода, в которой моется рис, оставалась полностью прозрачной. То есть довести вот... Задача в том, чтобы вымыть весь крахмал, который на поверхности зерна, который не будет склеиваться, когда рис будет у нас вариться. Второе. В старой доброй кулинарной традиции, перед тем, как забрасывать рис в готовое блюдо, его нужно замочить в воде. Сейчас я его сливаю, мне больше уже не надо. Я замачиваю рис где-то примерно на полчасика. Рис первично набирает воду, становится непрозрачным, белым, и после этого рис практически не склеивается в готовом блюде, будь то плов, каша или что-то еще. Поэтому вот рис у меня практически готов. Через несколько минут мы его будем забрасывать. Эти несколько минут я потрачу на... Обнаружил в закромах немножко изюма, горсточку. Изюм сильно сушеный, твердый, поэтому мы его сейчас зальем горячей водичкой, кипяточком. Во-первых, он помоется. Во-вторых, он тогда у меня в блюде не будет воровать воду, вытягивать ее на себя, чтобы набухать. Поэтому я ему сейчас дам как следует набухнуть. Это займет тут минут каких-то 5-7. После чего его можно будет воду уже слить и добавить в блюдо. Наша красота кипит. Все желтенькое, красивенькое, как я люблю. Теперь забрасываем сюда изюм. Я вообще люблю изюм в плове. Я не знаю, это, конечно, не любителя, но это мое. Теперь аккуратненько сюда выкладываем слоем рис. Распределяем его по возможности по всей поверхности достаточно равномерно. Здесь у меня риса немного, стакан. Соответственно, на него нужно примерно 2 стакана жидкости. Поверх риса оставшиеся специи и вторую чашку воды. Сверху плов досаливаем. И, как я люблю, целый острый перчик. Накрываем крышкой, чуть-чуть убираем огонь и оставляем все это примерно на полчасика, 35 минут. Следим за тем, как выкипает вода, и как только она выкипит или перестанет быть слышной, да, плов еще нужно помимо всего уметь слушать. Поэтому, если воду уже не видно, да, приблизьте немножко ухо к кастрюле. Если еще булькает, значит вода еще не выкипела. Если уже затихло, значит плов фактически готов. Когда звуки выкипающей воды затихли, приподнимите крышку и сделайте в рисе несколько вот так вот отверстий. Для того, чтобы оставшийся пар лучше вышел и проварил рис.
закрываете и оставляете еще буквально на 5 минут. Вот наш плов затих, вода выкипела. Перчик аккуратненько достанем. И давайте пробовать плов. Смертельный номер. Один из классических вариантов выкладки плова делается вот так. Вообще он должен был, конечно, горочкой красиво вот тут вот лечь. Но что поделаешь. Миска глубокая, поэтому получилось, но не совсем так. Давайте попробуем. Рис получился достаточно рассыпчатый, не такой, как я немножко хотел. Хотел чуть более рассыпчатым, но когда вы готовите плов с мясом и на животном жиру, всегда консистенция чуть-чуть отличается. Вкусно, ребята. Это и правда вкусно. Сейчас возьму кусочек сейтана. Сейчас вот выловим. Он такой красивенький, желтенький. Да, не мясо. По консистенции напоминает красное куриное мясо. Только хорошо распаренное и сочное. Естественно, не грудку. Но, в общем, очень и очень недурно. Поэтому если к вам вдруг в гости придут вегетарианцы или люди, которые не едят мясо в силу каких-то причин, вы можете вот таким нехитрым способом попробовать разнообразить свою домашнюю кухню. Попробуйте приготовить плов без мяса, но с сейтаном, что добавит блюду именно белка и протеинов. Вполне достаточно легко усвояемых, питательных и весьма вкусных. А я вам желаю приятного аппетита, друзья. Готовьте с нами, подписывайтесь на наш канал. До следующего видео. Пока.